Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Мы с вами посмотрим и проанализируем цепочку предстоящих событий и сделаем акцент на наиболее значимых деталях. Помогут нам сегодня в этом Шок Трайб Таро, а также Ленорман Силуэт. Поэтому мы с вами приступаем. Настраивайтесь на расклад, на совместное чтение информации. И вперед! Итак, общие энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Арканы перед вами. Итак, общая энергия месяца. У вас падает аркан башня. И здесь, как мы видим, структура целостная, нет разрушений, но тучи сгущаются. Соответственно, речь идет о том, что вы, во-первых, можете быть домочадцем в рамках этого месяца, неким таким интровертом, то есть закрыться, уединиться и заниматься своими вещами. Ну и, конечно же, на повестке дня у вас будут стоять вопросы, связанные с вопросами покупки, продажи, ремонта, перепланировки, обустройства недвижимости. Для кого-то поиск аренды. Неважно, это у вас жилое помещение или коммерческое. Потому что здесь на колоду у вас падает аркан дурак. То есть идти в новое, новые возможности, новые начинания или как реконструкция. Конечно же, аркан многогранен. Он может отыграться у вас в любой сфере жизни. Дотягиваем. Здесь у нас падает аркан жрец. Итак, карты, которые говорят о ситуации обращения в земельные кадастры или какие-либо инстанции, связанные с жилищными вопросами. Также это могут быть вопросы, связанные с ЖКХ, потому что решать моменты с властимущими о вопросах недвижимости. Повторюсь, будет то перепланировка, реконструкция, восстановление, или может у кого-то там недвижимость в аварийном состоянии, то есть здесь может быть разные аспекты. Опять же, вопросы обучения на дому, ну а для кого-то по рекомендации врача это может быть домашнее лечение или в некоторых случаях санаторно-курортное лечение. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится аркан умеренность, то есть ситуация, зона комфорта, стабильность. Момент, когда работа действительно приносит удовольствие, или можно сказать на работу как на праздник, потому что здесь умиротворение, уединение и, знаете, такая ситуация легкости, когда все дается легко, когда отношения со всеми комфортные. Ну и в принципе работа действительно, она как-то умиротворяет. Естественно, что не все из вас работают, поэтому посмотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. По королеве жезлов это момент попытки самореализации, то есть что-то делать для души. Это какой-то handmade, которым вы можете заниматься периодически, который приносит вам удовольствие и моральное в большей степени удовлетворение. Но и помимо всего прочего дает вам какую-то самодостаточность, то есть вы будете сконцентрированы на этих задачах. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то умеренность и верховная жрица – это будет вопрос трудоустройства, какое-то закрытое учреждение, секретную организацию, может быть, какой-то военный объект или там закрытая лаборатория, где вы сможете в полной мере реализовать все свои таланты, навыки и возможности. Если вы у нас наемный сотрудник, то умеренность и аркан сила – это укрепление ваших позиций, это помощь, это поддержка, это протекция как со стороны ваших руководителей, так и поддержка со стороны коллег. И для вас это возможность продвижения по карьерной лестнице. Если же смотреть и анализировать ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, то по королю мечей это могут быть проверки как планового характера, так и внепланового, но которые вы преодолеете с легкостью, с комфортом, потому что здесь будет все по силам, все по плечу. Если смотреть финансовую сторону вопроса, у вас ложится аркан отшельник. Отшельник – это заниматься вопросами, связанными со старостью, то есть с пенсией, с пенсионным страхованием, с пенсионными накоплениями. То есть вы можете быть обеспокоены этими вещами. Если смотреть в плане дохода, отшельник у нас не показывает приток или приход денег. Ну, то есть если у вас может быть какая-то плановая пенсия, вне зависимости от вашего возраста, да, но связана с вашим стажем работы, и вы можете ее получать от государства. В остальных же моментах по отшельникам это траты на возрастных пожилых родственников, и это вопросы экономии, то есть в каких-то вопросах себе отказывать,
ради благих или высоких целей, потому что здесь желание думать о будущем, накапливать, концентрировать эти ресурсы, то есть, знаете, как отложить себе в долгий ящик. Смотрим вопросы здоровья. И здесь у нас ложится 9 жезлов. Конечно же, карта показывает на укрепление иммунитета, на ситуацию, когда вы будете озадачены, обеспокоены своим состоянием, самочувствием. Это желание, в принципе, поднять ваш энергоресурс. Поэтому у некоторых из вас по рекомендации врача это может быть прием БАДов, витаминов или может быть просто макроэлементов и микроэлементов, которые вам необходимы, если у вас есть их дефицит. Потому что 9 жезлов – это желание себя защитить от вирусов, от каких-то инфекций. Ну и, конечно же, знаете, как поднять свой барьер, свой энергоресурс. Если рассматривать вопросы личной жизни, а вот здесь у нас ложится 9 мечей, карта переживаний. С чем они у вас будут связаны, сейчас будем смотреть и анализировать. Для тех, кто у нас свободен, по аркану суд, у вас здесь идет ситуация, что не то чтобы боязнь, а некоторых может быть ситуация восстановления отношений с прошлого. Но вы здесь боитесь наступать наново на одни и те же грабли. То есть это больше, знаете, акцент на то, а стоит ли вам это делать. Стоит ли наново окунаться в отношения, которые у вас уже были. И что вам впоследствии это принесет. Потому что здесь четко идет вопрос прошлого. Если же смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то 9 мечей и 10 чаш здесь переживания. У кого-то о том, что вы не сможете создать семью или крепкий союз, у кого-то переживания по поводу искренности чувств, а кто-то здесь может переживать относительно боязни разрушить имеющуюся семью, если вы женаты или вы замужем. Потому что вы понимаете, что эти вопросы на повестке дня будут такими крайне весомыми. Если смотреть отношения для тех, кто у нас в стабильных союзах. 9 мечей, 10 мечей – это переживание по поводу того, что ваши отношения могут рухнуть. Особенно посмотрим, у нас здесь энергия месяца падает аркан башни. Это может быть напряженность, это могут быть конфликтные ситуации. Если у кого-то действительно это шло к бракоразводному процессу, то здесь по тройке жезлов это акцент на социальное общение, то есть это может быть подбор юристов, адвокатов, которые вам будут помогать справиться с этим вопросом. У остальных же это просто сама по себе ситуация, когда вы себя маниакально наворачиваете на тот момент, что блин, не может быть так все хорошо, наверное, дело идет к разрыву. Вот, то есть ситуация, когда вы себя беспочвенно можете эмоционально накручивать до такого состояния. Но если к этому предпосылки... По 8 монет я этого здесь не вижу. Здесь может быть идти ситуация отдаления от вас партнера или партнерши из-за ситуации загруженности его по работе. Но не более того. Если мы будем с вами смотреть рекомендации от карт, у нас здесь ложится паж монет. Паж монет – это карта нового опыта, новых возможностей. Карта, которая говорит о ситуации, то есть получай новые знания, воспользуйся ими, действуй, монетизируй свои возможности. Опять же, это ситуация связана с детьми, с внуками, акцент на них, на взаимодействии с ними. И опять же, акцент на ситуацию накопления ресурсов. Потому что паж монет – это фактически вы у истоков финансовой грамотности. То есть это получать новую базу знаний, которая вам позволит грамотно, структурно распоряжаться финансами, понимать, как найти новые источники дохода, как увеличить ваш заработок и в этом вопросе преуспеть. Если смотреть неожиданность периода, что у вас здесь? У нас здесь ложится змея, сад, карта книга. И дно колоды у нас падает карта Луна. Это как считывать или выявлять фальшь людей из вашего окружения. То есть читать их как открытую книгу. Прояснять с ними какие-то моменты во взаимоотношениях. Понимать, кто друг, кто враг, а кто просто так. Но и помимо всего прочего, это действительно может быть желание обрести новую мудрость, новые навыки, новые знания посредством... каких-то групповых обучений, потому что по этим картам это курсы, мастер-классы, это обучение на каких-то форумах, какие-то семинары, но все это может идти в дистанционном порядке, если смотреть по карте Луна, это как в рамках месяца. То есть действительно пройти какой-то образовательный курс, который даст вам необходимые навыки и знания. Еще эти карты показывают, что здесь может быть акцент на то, чтобы подковать себя и обезопасить юридических вопросах, то есть заранее подстраховать себя от каких-то моментов фальши,
неискренности или попыток вас в чем-то обмануть. Поэтому вот такой у вас месяц. Конечно же, я весь расклад закрою для вас положительными картами, чтобы энергия этого месяца для вас была исключительно в плюс. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту для вас отыграется эта информация. Резонирует ли она с вами и какие перемены в вашей жизни происходят. Благодарю вас за внимание, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.